Далеко на севере, в суровых водах Арктики, произошла настоящая трагедия, привлекшая внимание всего мира. 10 касаток, включая 4 маленьких детенышей, оказались в смертельно опасной ситуации. Преследуя свою добычу, они попали в ловушку и застряли среди толстого льда. Морская поверхность, которая еще недавно была свободна от льда, быстро замерзла и превратилась в настоящую ледяную тюрьму. Это произошло из-за резкого похолодания, вызванного сильным арктическим циклоном. Несчастные касатки оказались в ловушке на небольшом участке открытой воды, окруженном толстым слоем льда. Животные не могли освободиться и начали паниковать, что могло привести к их гибели. Первыми неладное заметили местные рыбаки. Они услышали громкие звуки, доносившиеся издалека. Это были удары касаток о лед и их жалобные крики о помощи, напоминающие плач ребенка. Рыбаки сразу поняли, что морские животные в большой беде, и сообщили об этом местным властям. Один из рыбаков вспомнил похожий случай, произошедший несколько лет назад. Тогда им не удалось спасти грациозных морских хищников. Он понял, что действовать нужно быстро. Новость быстро распространилась по всем телеканалам. Люди по всему миру с тревогой следили за развитием событий. Многие выражали готовность помочь терпящим бедствия касаткам любым способом. Уже через несколько часов на место происшествия прибыли ученые, морские спасатели и волонтеры. Они понимали, что времени осталось мало, и начали действовать без промедления. Была организована масштабная спасательная операция. Доктор Анжелика Грин, ведущий морской биолог, возглавила научную группу. Она быстро оценила ситуацию и разработала план действий. Спасатели взяли с собой тяжелое оборудование и специальные пилы. Их первой задачей было расширить открытую акваторию и создать для касаток путь в открытое море. Команда инженеров разработала специальную систему, распределяющую нагрузку оборудования на лед. Это предотвращало его проламывание и ускоряло работу. Небольшой ледокол начал ломать лед со стороны океана, создавая безопасный проход для касаток и медленно приближаясь к ним со стороны открытого моря. Волонтеры и биологи постоянно находились рядом с животными. Они поддерживали касаток, стараясь обеспечить им доступ к кислороду. Люди лили на попавших в ловушку животных воду, чтобы не дать их коже высохнуть. Мария, молодой волонтер, заметила, что один из детенышей был особенно напуган. Она начала петь ему тихую песенку, которая немного успокоила малыша. Спасатели использовали мощные пилы, металлические колья и другие инструменты, чтобы прорезать лед вокруг касаток там, куда не мог добраться ледокол. Люди проделали во льду небольшие отверстия, чтобы животные могли дышать. Затем эти отверстия постепенно расширялись и соединялись. Работа была очень тяжелой. Лед был толстым и плотным, поэтому его было трудно пробить. Это требовало огромных усилий и слаженной работы всей команды. Несмотря на усталость, никто не сдавался. Опытный спасатель Марк предложил использовать специальные нагреватели, чтобы подогреть воду вокруг льда. Это помогло ускорить процесс таяния. На берегу неподалеку были установлены временные палатки. Здесь люди могли отдохнуть и согреться между рабочими сменами. Волонтеры и местные жители приносили спасателям горячие напитки и еду. Местные жители активно предлагали свою помощь. Они делились своими обширными знаниями о поведении льда и животных в арктических условиях. К сожалению, погода ухудшалась с каждым часом. Сильный ветер и снегопад еще больше усложняли работу спасателей. Температура воды и воздуха падала все ниже и ниже. Условия становились экстремальными. Но это не остановило решительную команду. В этот момент на место происшествия прибыл Питер ван дер Вольф, голландский эколог и эксперт по охране природы. Питер уже много лет живет на севере, занимаясь различными проектами по сохранению и защите природы. Узнав о ситуации с касатками от своих коллег, Питер сразу же предложил свою помощь. Его опыт работы в суровых условиях Крайнего Севера оказался бесценным для спасательной операции. Метеорологи предупредили о приближающемся шторме. Это означало, что у спасателей остается еще меньше времени. Используя свои знания о местном климате, Питер помог разработать стратегию действий в условиях надвигающегося шторма. Используя свои связи,
Питер также организовал прямые трансляции с места событий для нескольких международных новостных каналов. Это помогло привлечь дополнительные ресурсы и поддержку со всего мира. Спасатели работали день и ночь без перерыва, меняя смены только для того, чтобы немного отдохнуть. Они пробивали путь через лед, стараясь не причинить вреда животным. Ученым удалось установить специальные насосы, чтобы вода в открытой яме не замерзала, что позволило касаткам свободно дышать. Инженеры разработали уникальную систему подогрева воды в открытом водоеме. Это позволило поддерживать комфортную для касаток температуру. Питер и команда биологов, опираясь на свой опыт в экологических проектах, помогли правильно настроить оборудование, чтобы случайно не навредить морским пленникам. Спасатели установили специальные фонари вокруг открытого пятачка. Это позволило им работать ночью, не отвлекаясь на посторонние дела. Кроме того, освещение помогло обеспечить безопасность всех участников операции в темное время суток. Инженеры подключили несколько солнечных батарей для питания фонарей, чтобы они заряжались днем и надежно работали ночью. Ветеринары внимательно следили за состоянием животных. Они оказывали необходимую помощь. Один из телят получил небольшую рану от острых краев льда. Врачи немедленно оказали первую помощь на месте. Доктор Лиза Чен, ведущий ветеринар, разработала специальную диету для ослабленных касаток. Это помогло поддержать их силы во время спасательной операции. Для дополнительного контроля за ситуацией использовались беспилотники. Они координировали действия всей команды и следили за ходом работ. Один из дронов передал изображение, на котором видно, как касатки в критический момент сгрудились вместе, словно поддерживая друг друга. С наступлением ночи температура воздуха резко упала. Возникла угроза замерзания оборудования. Спасатели быстро среагировали и с помощью термоодеял и изоляционных материалов защитили генераторы и насосы от сильного мороза. Команда механиков работала круглосуточно, чтобы поддерживать оборудование в рабочем состоянии, несмотря на экстремальные условия. Через 2 дня на место спасательной операции были доставлены самые мощные обогреватели, которые только удалось найти. Их непрерывная работа помогла ускорить таяние льда. Это значительно облегчило и ускорило работу спасателей. Местные власти организовали доставку дополнительного топлива для обогревателей и другого оборудования на вертолете, что позволило команде работать без перерыва. На 5-й день спасательной операции волонтеры заметили, что касатки начали активнее двигаться, благодаря значительному увеличению свободного пространства вокруг них. Это был хороший знак. Животные начали восстанавливать силы и готовились вырваться на свободу. Биологи провели подводную съемку, подтвердив улучшение состояния касаток. Это придало всем участникам операции новый прилив сил. С помощью дополнительных насосов и обогревателей спасателям удалось расширить проход во льду, а рядом работал ледокол, прокладывая морским животным путь к долгожданной свободе и не давая льду снова замерзнуть. Когда последний ледяной барьер был сломан, всех охватила радость. Касатки, которые несколько дней находились в опасности, медленно, но верно двинулись к открытой воде. Все участники операции чувствовали, что их титанические усилия наконец-то окупились. В этот момент произошло нечто невероятное. Рано утром, когда все уже очень устали, первая взрослая касатка наконец-то прорвалась к открытой воде. Оказавшись на свободе, морское животное тут же испустило громкий радостный крик, словно призывая своих сородичей следовать за ним. Этот удивительный момент был встречен аплодисментами и одобрительными возгласами и записан на видео, быстро распространившись в интернете и вызвав волну поддержки со всего мира. Воодушевленные успехом, команды продолжили работу с новой силой. Одна за другой касатки постепенно освобождались, а люди внимательно следили за ними и помогали бедным созданиям, чтобы они в спешке не поранились об острые края льда. На освобождение последней, самой крупной касатки, ушло еще несколько часов, так как узкий проход во льду был для нее недостаточен, и людям пришлось помогать ей изо всех сил. Когда последнее животное наконец вырвалось на свободу, вся команда чуть не расплакалась от радости. Они были счастливы,
что совершили почти невозможное и благодаря слаженным усилиям освободили всех животных, оказавшихся в ледяной ловушке. Спасение касаток стало важным напоминанием о необходимости бережного отношения к природе и о том, что каждый из нас играет серьезную роль в ее сохранении.